Привет, друзья! С вами Олег Заплаткин, и это видео про кредиты. Ответьте себе, хотели бы вы избавиться от всех долгов, чтобы стать свободным, как бабочка, которая избавилась от кокона? Оставайтесь со мной, и я покажу, как это сделать. Давайте посмотрим, что из себя представляют долги и какие виды долгов существуют. Долг – это определенное обязательство, которое нужно выполнить. Рубль должен быть! Два! Есть несколько видов долгов. Потребительский кредит или рассрочка. Его берут на покупку предметов быта, ремонт квартиры или автомобиля. Целевой кредит выдается на определенные нужды, как ипотека для покупки жилья. Предпринимательские или инвестиционные кредиты берут на развитие бизнеса. В прошлом видео мы говорили о том, чем хорошо долги. А сейчас давайте посмотрим на 5 вещей, из-за которых они опасны. Во-первых, когда люди получают деньги на руки, они расслабляются и часто теряют стимул действия. У меня редкий случай. Аллергия. Аллергия на что? На работу. Во-вторых, долги забирают ваше внимание, удерживают его в прошлом, и вы не можете направить его на новые цели. В-третьих, падает самооценка. Люди чувствуют себя хуже других, и это уменьшает их способности. Наговорит на себя с 3 короба, а душа у него тонкая, деликатная, легко уязвимая. Четвертое. Из-за низкой самооценки людям стыдно смотреть в глаза детям, супругам, родителям, и они начинают неосознанно их обесценивать, чтобы оправдать себя. В-пятых, из-за наличия долгов человек начинает избегать не только кредиторов, но и других людей. Почему я не могу жить свободно, открыто? А теперь приготовьтесь. Я собираюсь открыть 3 важных правила относительно долгов. Правило номер 1. Не берите в долг. Следуя этому правилу, вы со временем убедитесь, что деньги проще заработать, чем одолжить. Вы, конечно, можете пренебрегать этим правилом, но подумайте, если вы не можете сейчас заработать, то откуда они возьмутся позже, да еще и с процентами? Правило номер 2. Брать кредит для того, чтобы погашать существующий, можно только в том случае, если условия нового кредита хотя бы на 2% меньше, чем тот, который вы хотите погасить. Правило номер 3. Никогда не прячьтесь от кредиторов. Сохраняйте отличную кредитоспособность. Она показывает, насколько вы надежны и можно ли вам доверять. В трудные времена кредитоспособность послужит вам второй подушкой безопасности. Если не можете вернуть долг, пообщайтесь с кредиторами и договоритесь о новых сроках. С правилами закончили. Теперь сосредоточьтесь, потому что я даю 5 практических советов по возврату долгов. Первый. Решите, какую сумму или процент от дохода вы будете выделять. Так как долги это расходы, вам нужно добавить статью расходов для выплаты долгов. Шаг второй. Возьмите лист бумаги и разделите его на 3 колонки. В первую запишите людей или учреждения, которым вы должны. Во второй колонке напротив каждого кредитора поставьте сумму долга, и в третьей колонке запишите дату, когда брали деньги. Шаг третий. Предварительно расставьте кредиторов по приоритетам, и вот 2 способа, как это сделать. Первый по датам, чтобы начинать отдавать вначале старые долги и двигаться к новым. Второй по сумме долга, начиная с самого маленького. Это позволит быстро высвободить часть внимания и направить его на создание или увеличение дохода. Четвертый шаг. Поговорите с кредиторами. Скажите им о своих намерениях вернуть долги и постарайтесь договориться о выгодных для вас сроках и процентах. Несмотря на то, что вы спланировали и расставили кредиторов по выбранным приоритетам, поговорите с ними о своих планах и узнайте, все ли с ними согласны. Возможно, для некоторых нужно будет изменить приоритеты. По опыту скажу, что в большинстве случаев кредиторы будут сговорчивы и удивлены тому, что вы дали им надежду на погашение долга. По рукам, уездный предводитель Команчи. Пятый шаг. Когда вы определились с суммами и сроками, знаете свои возможности и расставили приоритеты, запланируйте выплаты по конкретным датам. Заведите таблицу и запишите, кому, когда и в каком размере будете выплачивать. А теперь самое важное. Следуйте своему плану, пока не выполните все обязательства. Если вам понравилось видео, можете поставить лайк, чтобы не чувствовать себя в долгу передо мной. Чтобы получать больше практических советов по финансам,
Подпишитесь и напишите, какие темы для вас наиболее интересны, и обязательно смотрите другие мои видео. Пока!